Паша, привет. Че ты сейчас где? Когда вернешься? Я далеко. Когда вернусь, не знаю. Что там у тебя? Рассказывай. Ну, в общем, я съездил туда ночью, стал имитировать рыбалку, и странности начались практически сразу. На голые крючки мне стали попадаться различные предметы: одежда мужская, детская, игрушка и бутылка с изображением черепа. Затем я подвергся, значит, атаке, то есть в меня полетели палки, камни, там какой-то канат. И из соображений безопасности я принял решение покинуть эпицентр паранормальной активности. Ну и стал оттуда убегать. Камни так в меня и летели, я там еще и в воду упал. Ну, в общем, я так предположил, что вот эти вещи, это, скажем так, некие знаки, которые подают утопленники. Потому что вещи реально похожи на то, что это вещи людей, которые утонули в реке. Для утопленников это не характерно. Они так не действуют. Вот крановщик видел существо, которое плавало в воде. А я, когда убегал, тоже на берегу реки видел какое-то некое существо, как мне показалось, даже мохнатое какое-то, волосатое. Вот. И крановщик видел, как это существо плавало, обкидывало камнями и пряталось именно в воде. Существо в воде? Ну так становится яснее. А что яснее становится? Что это за существо? Что с ним делать? Тебе нужно выйти с ним на контакт и узнать, что ему нужно. А как это сделать? Это дело непростое. Тебе нужно провести ритуал, чтобы оно поняло, что с тобой можно говорить. Ладно, хорошо. А что делать-то нужно? Ты снова будешь снимать? Да, буду проводить видеофиксацию. Опять поставлю камеры на всякий случай. В руках камера будет и статичная камера будет стоять. В этом ритуале будут действия, которые нельзя снимать. Я даю на это запрет. Когда выйдешь на контакт, позвони мне и сообщи, что ты узнал. Ну хорошо, понял. С берега позвоню, расскажу. Вновь я прибыл на это место, на эту реку. Ребята работают и днем, и ночью. Не страшен им ни дождь, ни ветер. Очень мокро, очень сыро и достаточно холодно. Ну что ж, попробую выйти на контакт с этим существом по технологии, которую дал мне Паша. Конечно, было бы лучше, если бы это сделал он, но так как он не может в отъезде, то придется это сделать мне. Ну что ж, отправляюсь в путь. Так, вот я вышел к месту, где я в прошлый раз упал в воду. Сейчас я по этой доске не пойду. Просто пройду по воде. Здесь должно быть не глубоко. Ой, ёптать. Опять ноги подкашиваются. Ну, думаю, это так, случайно об камушки запнулся. Сейчас попробую выйти опять наверх. Вот, надеюсь, сейчас меня сразу сходу не обкидают камнями. Не придется опять убегать. А все-таки я успею сделать вот этот ритуал, о котором Паша сказал. Потому что я же в прошлый раз пришел, я еще там ходил, смотрел, удочки там свои готовил, свет ставил. Думаю, не сразу меня пойдет. Ну, если вдруг что-то случится такое, прям серьезное, то придется, наверное, опять убегать. Здоровье-то дороже.
Значит, игрушку со шляпой нашел на достаточно большом удалении от ящика. Вот я дошел до ящика. Значит, сейчас здесь посмотрю. Ну, в принципе, ящик на месте. Сланцы вижу валяются, бутылка. Походу здесь были рыбаки после этого. Ну, рыбаки здесь днем рыбачат, потому что вот я здесь второй раз ночью, никого здесь в принципе нет. Трос валяется. Очень интересный момент, как вот этот ржавый металлический трос завязался где-то примерно посередине. Ну так, предполагаю, что посередине. Вот в такой узел. Как он сам мог завязаться? Может быть, какая-то сила его завязала. Сейчас начну делать ритуал. Значит, суть в двух словах у него следующее. Нужно создать определенные вибрации и затем сделать подношение. А также будет несколько действий, о которых Павел запретил говорить, ну и которые я не буду снимать. Вот, кстати, я здесь хожу по берегу, да, значит, и вот с той стороны, не знаю, слышно или нет, раздается звук, как будто кто-то плывет в размашку, прям, знаете, так шлепает водами, так шлеп руками по воде, шлепает, плывет как будто в размашку кто-то, ну, как будто человек, да, и все доплыть не может. Ну, может быть, не знаю, там какой-нибудь камень, либо бревно, хотя здесь довольно-таки глубоко, может, бьется волна. Ну, просто такое чувство, что кто-то плывет и доплыть не может. На самом деле очень жутковато. Я тут хожу, я как не повернусь, какой-то звук где-то возникает уже. Я все-таки думаю, что это нечто, это оно здесь где-то бродит уже кругами и, может быть, готовится уже начать свои какие-то козни, да, скажем так. Но я думаю, надо уже, наверное, приступать. Так, ну для проведения обряда мне нужен некоторый инструмент. И нужно мне, наверное, пойду-ка я принесу игрушку. Она мне пригодится. Давай, Паша, давай. Паша, давай. Да, Андрей. Паша, алло, Паша, срочно, слушай меня внимательно. Я на реке, я сделал то, что ты говорил, вот этот обряд.
из воды вышла девушка живая, представляешь? Прямо из-под воды вышла девушка живая, настоящая. И что произошло? Короче, мы с ней поговорили. Информацию получил? Да, Паша, мы с ней поговорили, и она мне сказала следующее. Она сказала, что жила в Озерном озере, а рядом дорога была, лес возили. И она запрыгнула туда, в этот лес. Лес погрузили на баржи, баржи привезли сюда. И она здесь спрыгнула в эту воду, живет сейчас в реке. Она сказала, живет в реке, но ей не нравится здесь. Паша, она попросила меня... Так, спокойно, спокойно. Паша, она попросила меня отвезти ее на какой-нибудь пруд или озеро. А ты? Ну, я согласился помочь. А вот это ты зря сделал. Да знаю, что зря. Андрей, это озерная кикимора. Что еще она сказала? Что было дальше? Ну, я не знаю, как это объяснить. У меня даже камеры отказали, которые на реке с собой были. Что она тебе сказала? Сказала, что нужно отвезти ее на новое, дать ей новый дом, на какой-то пруд или озеро, но только не на реку. Все правильно. Они не любят проточную воду. И ей нужно озеро или пруд. Паша, ты можешь мне подсказать, если я приеду, сейчас поеду на ближайший там пруд, ты можешь мне сказать, подходит он или нет? Нет, ты должен сам выбрать подходящий пруд. А как мне выбрать нужный пруд, Паша? Ты должен это почувствовать. Ни головой, ни разумом. Интуиция тебе подскажет. Ладно, понял тебя, ладно. Ладно, на месте буду ориентироваться. Ладно, да я подумаю, Паша. Все, хорошо, если что, я позвоню. Хорошо. Все, давай. Что же делать-то, блядь, что же делать-то? Может, выбросить этот камень в поле в каком-нибудь. Вообще, походу, камеры на реке ничего не записали, не включаются. Из воды вышел человек, из воды реально вышла девушка. Она сказала, нужно взять камень, зайти по пояс в воду и бросить его как можно дальше. Я бы бросил, но она сказала, если дом ей не понравится, то она заберет меня с собой. Может, реально камень выбросить в поле. Просто прям на ходу ехать, выбросить и уехать. Как водой в меня бахнет, захлебнусь там прям за рулем. Ну что ж, вот пруд. Хожу здесь уже минут 10-15, наверное, по берегу. Пытаюсь почувствовать, подойдет он или нет. То это место или нет. Постоянно кажется какие-то шуршания, как будто то в кустах кто-то шуршит, то что-то булькает. Не знаю, наверное, все-таки нервы на пределе. Потому что дело, которое нужно сделать, прям что-то вообще напряженное. В воду лезть неохота, дождь идет не переставая. Холодно достаточно. Надеюсь, это то место. Буду пробовать. Там где-то вдали деревня, вон огни видно. С этой стороны тоже там какой-то дачный, наверное, поселок. Короче, хожу сам с собой, разговариваю, настраиваюсь. Ходи, не ходи, дело завершать надо. Ну ладно. Пошел за камнем.
Подведем краткий итог расследования под названием «Речной монстр». Монстром оказалась озерная кикимора. Это существо, которое обитает в пруду либо в озере. Она оказалась в реке, там ей не понравилось, и она стала проявлять активность. После того, как я вышел с ней на контакт, она поняла, что со мной можно вести диалог. Значит, она попросила отвезти ее на озеро либо на пруд. Значит, это существо может принимать различный облик. Ко мне она вышла в виде обнаженной девушки. По правилам YouTube я не могу ее показывать, поэтому пришлось наложить цензуру. Вот, она со мной разговаривала, и я слышал мягкий женский мелодичный голос. Но когда я стал просматривать видео, оказалось, что вместо голоса записалось какое-то кваканье. Когда мы приехали на пруд, и я выбросил камень, а камень это тоже один из ее обликов, я выбросил этот камень в воду, она появилась и затянула меня под воду внутрь. То есть, как я сейчас понимаю, она хотела показать мне свой новый дом. Значит, что было под водой? Под водой, по записям с камер, я находился 2 минуты 5 секунд. Сразу могу сказать, что 2 минуты без воздуха я не продержусь. Я тестировал, лежал в ванне, и без воздуха я, где-то минуту я могу продержаться, а больше уже нет. Таким образом, получается, что это существо может воздействовать на человека, и, скажем так, она может как утопить его в воде, да, это легко, но также она может поддержать жизнь, то есть, наоборот, она может поддержать жизнь человека. Без воздуха он может находиться достаточно длительное время под водой. Значит, что происходило под водой? Вообще, время там текло по-другому. Мне казалось, что я находился там, секунд 10-15 максимум. То есть мне казалось, что я нырнул, просто там огляделся по сторонам и вынырнул. Вот. Но на самом деле это было 2 минуты. Видимо, все-таки меняется восприятие времени, потому что происходит какое-то искажение аномальное. Значит, что там было? Я находился под водой, а так как это была ночь и было темно, то по идее должно быть темно. Но там был свет. Свет был мягкий, рассеянный, зеленый. Источника света не было. То есть просто мои глаза были открыты, это была вода, все там, конечно, мутное так. Но тем не менее я немножко гляделся, и в этом свете я мог видеть там дно, какие-то водоросли, там что-то еще. Вот. Получается, что она показала мне свой дом и показала какие-то возможности свои. Я долго думал, показывать лицо кикиморы, либо оставить эту информацию закрытой, но все-таки решил это сделать. Еще раз напомню, это всего лишь один из образов, который может принимать озерная кикимора, и в моем случае она выглядела так. Это то, что я могу рассказать. Есть еще некоторые вещи, о которых говорить нельзя. Это вещи, связанные с ритуалом Павла, и есть еще некоторые вещи, поэтому дозированную информацию я вам дал. Если у кого-то были подобные истории, когда вы были в воде и нечто, что-то, либо кто-то вам помог, либо наоборот что-то там пытался вам плохое сделать, напишите в комментариях, может быть, действительно есть какие-то схожие моменты, может быть, вы проведете какие-то свои параллели из своего опыта, либо кто-то, может, рассказывал какие-то истории. Поэтому напишите в комментариях, будем обсуждать. И всегда интересно получить какую-то новую информацию, чтобы она подтвердилась другими очевидцами. Все, расследование завершено. Всем желаю добра, счастья и удачи.